Ребятки, всем привет, с вами Александр, вы на канале Линка Гейм. И сегодня мы разберем по косточкам битву Кинг-Конга и Вастатозавра из фильма Питера Джексона 2005 года. Мы разберемся, почему она была именно такой, какой мы ее видели. Перед тем, как вы продолжите смотреть это видео, настоятельно вам рекомендую. Первое, посмотреть сам фильм или битву Кинг-Конга и Вастатозавра из этого фильма. Видео есть на канале. Посмотрите предыдущее мое видео, посвященное рассказу о Вастатозавре, чтобы вы понимали, кем он был. Ссылка на эти видео будет в описании. Это поможет вам лучше понять то, о чем я буду говорить в этом видео. Итак, надеюсь, вы выполнили предыдущие два пункта, и мы можем продолжать. Для правильного понимания происходящего нам нужно понять несколько моментов. Первое. Кем был, сколько весил и какой силой обладал Вастатозавр. Вкратце мы вспомним то, о чем я говорил в предыдущем своем видео. Второе. Выясним, каких размеров был Кинг-Конг в фильме 2005 года. Третье. Постараемся понять, сколько он весил и какой силой обладал, сравнив его с современными животными. И четвертое. Сделаем свои выводы о битве. Давайте же вспомним, кем был Вастатозавр. Первое, что нам стоит помнить, что Вастатозавр — это вымышленное существо, и он реально никогда не существовал. Второй момент. Существует заблуждение, что Вастатозавр является родственником тираннозавра. Это заблуждение происходит еще из 1933 года, где в фильме про Кинг-Конга роль Вастатозавра выполнял макет динозавра тираннозавра. Именно поэтому люди считают, что Вастатозавр — это тираннозавр. Но если мы пристально посмотрим на Вастатозавра, мы сможем увидеть, что он не является тираннозавроидом. Об этом говорят 3 пальца на его передних руках. Наличие 2 пальцев — это отличительная черта именно тираннозавров. Также можно глянуть на его зубы. У тираннозавра зубы были приплюснуты, и они имели зазубрины, такие как у акулы, по своим краям. Пасть тираннозавра хорошо подходила для вырывания, для разрезания плоти. У Вастатозавра мы же видим хаотично разбросанные, очень кривые и корявые зубы, которые имели цилиндрическую форму, не имели зазубренных краев, больше были похожи на зубы спинозавра, которые могли удерживать добычу, но не разрывать и не отрывать от нее куски плоти. Если бы Вастатозавр был реальным существом, по своим характеристикам он бы был ближе всего к экриксинотозавру. Итого мы имеем, исходя из вышесказанного, что Вастатозавр у нас был примерно 16-18 метров в длину, и весил он примерно 5 тонн из-за своих более легких костей, чем у тираннозавра. Но даже если предположить, что он весил как самый тяжелый тираннозавр или даже как спинозавр там до 15 тонн, то это ничего не меняет. Это вы поймете, когда пойдет речь о силовых показателях приматов и в частности Кинг-Конга. Это не будет играть никакой роли, ребятки. Так что обсуждение по поводу того, каким был Вастатозавр, переносим на наше прошлое видео. Здесь же мы будем обсуждать больше силовые показатели Кинг-Конга. В целом размеры Кинг-Конга очень сильно варьировались от фильма к фильму. То есть он начинался с размеров примерно 5,5 метров и доходил до 30 метров в фильме «Остров черепа». Но максимальный размер Кинг-Конга доходил до 40 метров и весил он там 28 тысяч тонн. Это так, чисто для информации. В нашем же фильме 2005 года его рост был 7 метров 60 сантиметров. Теперь давайте попытаемся предположить, сколько же могло весить такое существо. Настоящие гориллы имеют рост до 2 метров и весят около 200 килограмм. Но мы не можем просто взять 7,6 метров, разделить на 2 метра, и у нас получится там примерно 3,5, да, и умножить вес реальной гориллы 200 килограмм на 3,5. Да, таким бы образом мы получили примерно по пропорции 760 килограмм. Должен был бы весить наш Кинг-Конг ростом 7,6. Но такие подсчеты абсолютно неправильные, потому что длина — это линейная величина, да, а вес тела зависит от его объема. А объем у нас измеряется в кубических величинах, да, это кубические сантиметры, метры, дециметры и так далее. И чтобы рассчитать, сколько мог весить Кинг-Конг, мы возьмем самое крупное существующее животное и существовавшее на Земле, допустим, слон и индрикотерий. Самый длинный слон — это разновидность африканского слона, а именно саванный слон. То есть он в длину может достигать 6,5 метров, в высоту около 4 метров и весить примерно 6-7 тонн. Но обращу ваше внимание, что есть рекорд в книге Гиннесса, это официальный рекорд, в котором в Анголе 7 ноября 1974 года был убит слон, вес которого составлял 12 тонн 240 килограмм, ребята. 12 тонн 240
килограмм. Это максимальный вес слона. Это просто в 2 раза больше, чем максимальный вес большинства слонов. То есть это мы так берем себе на заметку. Второй момент. Возьмем, допустим, индрикотерия. Длина индрикотерия достигает 7,4 метра. В высоту он примерно 4,8 метра. И при этом вес его мог достигать 20 тонн. То есть вот это уже примерно ближе к нам. Потому что если индрикотерий, скажем так, посадить на жопу, он будет высотой с нашего Кинг-Конга 7,4 метра, Кинг-Конг 7,6 метров. Примерно одинаково. И вот наш вес гориллы вот и будет колебаться вот около 20 тонн. Несмотря на разное строение гориллы, там слона индрикотерия, горилла, собственно говоря, если ее поставить на 4 лапы, как она в основном и передвигается, то конечности гориллы будут даже потолще, чем аналогичные у слона. Это на первый взгляд ноги слона кажутся толстыми, да, но если мы посмотрим на какие предплечья у нашей гориллы, то она будет, мне кажется, даже потяжелее, чем слон. Ну вот я бы, в принципе, склонялся к весу именно индрикотерия примерно в 20 тонн. Поскольку мы с размерами гориллы определились, примерно 7,6 метров высоты и около 20 тонн был ее вес. Более наглядный вариант для сравнения нам бы, конечно, подошел Джордж из фильма Rampage, но в фильме не называются его размеры, то есть не указывается ни его вес, ни его реальный рост. Там только говорится о том, что волк был 9 метров, а Rampage Джордж, в общем-то, стоя на задних лапах, был примерно равен этому волку. Еще можно, в принципе, на фоне зданий посмотреть, что он, да, реально как там 3 этажа дома, то есть примерно там до 9 метров, плюс-минус он подходит нам по характеристикам. Он был недалеко от размеров нашего Кинг-Конга 2005 года. Но опять же, достоверных данных о его росте и весе нет. Если он у вас есть, поделитесь ими в комментариях. Итак, существует несколько исследований о силе приматов, с которыми я вам рекомендую ознакомиться. Ссылочки будут в описании. Одно из таких исследований было проведено в зоопарке Бронкса в 1924 году, где 72-килограммовый самец и 61-килограммовая самка тянули канат с грузом одной рукой. Самка смогла потянуть 571 килограмм, а самец смог потянуть 384 килограмма, в то время как человек такого же веса потянул всего лишь 90 килограмм веса. И получились такие данные, что самка шимпанзе весом 61 килограмм потянула одной рукой вес в 9 раз больше своего собственного. Ну то, что потянул самец, это не говорит о том, что он был слабее, это говорит о том, что эти животные не выкладывались на 100%, и что та же самка могла потянуть больше, да если самца, наверное, подстегнуть, он бы потянул, наверное, и 2000 футов. Итого мы имеем такие вот примерно показатели, что шимпанзе в 4-7 раз сильнее мужчины, берем грубо в 5. Орангутанг у нас примерно в 5-8, берем в 7 раз. И горилла примерно в 9-12 или в среднем в 11 раз сильнее взрослого человека. Ну, по поводу силы обезьян там крутится, да, много споров о том, какая же она все-таки на самом деле. Используют ли они же все-таки четвероногие животные, да, и в своих каких-то показателях могут использовать силу ног. Там вопросы еще, насколько сильно кто выкладывается. Допустим, если взять самого сильного человека, это Кирилл Сарычев. У него вес примерно 160-180 килограмм, и он жмет от груди 335 килограмм. По-моему, это мировой рекорд. То есть он реально весит как большой самец гориллы. То есть 200 килограмм, а там 180 килограмм. Но это не значит вот тот факт, что горилла 200-килограммовая сможет пожать 3,5 тонны. Это неправильно. Думаю, тут даже кости, просто руки, там, спины не выдержат вес 3 тонны 300 килограмм. То есть это в 10 раз больше, чем пожал Кирилл Сарычев. Дело не в этом. Здесь не все так однозначно. Играет много разных факторов. В каких-то движениях обезьяна может быть сильнее там в 5-10 раз, но в каких-то специфических, заточенных, допустим, движениях там лифтеров, стронгменов, там показатели такими же не будут. Ну и тоже в расчет нужно брать, что человек обычный — это совсем не человек тренированный. То есть Кирилл, пожавший 335 килограмм, да, он сильнее обычного человека в несколько раз. Потому, скажем так, он не будет так сильно уступать обезьянам. Но это я немножко отступил в сторону. Еще также я встречал такую информацию про исследование горилл. Там горилла искала спрятанную пищу под большими камнями, по-моему, она ходила, и одной рукой горилла
могла отодвинуть 300-килограммовый камень. То есть при своем весе там меньше 200 она могла одной рукой отодвигать, ну то есть поднимать с земли, не полностью поднимать, а отрывать от земли булыжник, валун весом практически вдвое выше своего собственного. И теперь вы понимаете, что какой был вес у остатозавра, будь он 5 тонн или 10, абсолютно не играет никакой роли. Потому что примерный вес Кинг-Конга у нас 20 тонн. А он одной рукой может поднять вес вдвое превышающий свой. То есть он одной рукой может приподнять примерно 40 тонн. И потому вот эти вот все битвы, когда на него нападали три вастатозавра, это абсолютно ничего не значит. Потому что он практически всех троих может швырнуть одной рукой. Ну, что, собственно говоря, он и делал, потому что вторая рука у него была занята, он там держал девушку. Также мы прекрасно видим, что его многократно кусали вастатозавры, и это не принесло ему каких-либо больших повреждений. Это еще один фактор, подтверждающий то, что вастатозавр не является родственником тираннозавра. Потому что, будучи физически его крупнее, да, он бы, по идее, должен иметь еще более сильный укус. Но этого нет, потому что даже ни сильных ран, ни прокусов, ни кровотечений вастатозавры не вызвали. Да и в целом они не могли сильно прокусить даже там кожу Кинг-Конга, покрытую шерстью. Сила укуса их была очень слабая, она в разы уступала силе тираннозавра. Ну и еще и зубы были, соответственно, тупые и круглые, которые не могли просто там отрезать кусок мяса. Будь это просто тираннозавр, один укус тираннозавра мог бы просто вывести руку Кинг-Конга из строя, просто оторвать кусок мышцы, и рука просто бы не смогла подняться либо согнуться. Такие вот у нас получились дела, что 3 вастатозавра не представляют особой угрозы для Кинг-Конга. Ну, даже я бы сказал, никакой угрозы не предоставляет для Кинг-Конга. Будь у него 2 руки, он их бы порвал, как тузик тряпку, просто моментально. Ну и как он рвал пасти этим вастатозаврам, тоже подтверждает о том, что укус у них был очень слабый. Да, каким бы сильным у них укус ни был, будь это даже тираннозавр, он ничего не может противопоставить, допустим, 40-тоннам тяги одной рукой даже Кинг-Конга. Ну, а если, как говорится, упереться ногами, прижать голову ногами и потянуть 2 руками, скажем так, выполнить становую тягу с отрыванием пасти вастатозавру, Кинг-Конг смог бы, наверное, эквивалентом тонн в 100 при своем весе тонн в 20. Ну, а даже по показаниям шимпанзе, да, которая потянула в 9 раз больше своего веса, то, по идее, даже в 200 тонн от земли может оторвать примерно Кинг-Конг. Ну, сами можете посчитать, что это 2 десятка вастатозавров весом со спинозавра. Ну, либо 4 десятка облегченных вастатозавров. Вот примерно такие у нас дела, ребята. Так что высказывайте свои мнения. Буду рад поучаствовать с вами в обсуждении некоторых моментов в комментариях. До скорых встреч. Всем пока.